Привет, вроде бы, ну, не такое уж и сложное уравнение нам предлагается, и я уверен, что 99% не смогут так уж быстро его решить, а мы решим его, ну, в первом раунде, то есть буквально за 3 минуты. Я покажу очень-очень классный способ, которого еще не было у нас. Ну что, поехали. Итак, внимание, давайте прикинем все-таки графики левой и правой части этого уравнения. Они, в общем-то, довольно симпатичны и хороши, правильно? В левой части что стоит? Квадратичная функция. Ну, а в правом там корень из чего-то, правильно? Вот, что у нас получается? Давайте я сразу график кину, а потом кое-что расскажу. Итак, внимание, посмотрите. В левой части у нас, в левой, y равно. И я делю по члену. 1/2 х в квадрате минус единица. Так это ж вот парабола, смещенная вниз на 1 единицу. Ну а в правой части что у нас? Ну, в правой части можно корень из 2 вынести, и останется корень из х плюс единица. Так это корень из х, смещенный влево на 1 единицу, ну и растянутый, скажем, в корень из 2 раз. Вот получилось то, что получилось. Посмотрите. Вот это график у нас. Y равно х в квадрате минус 2, деленное на 2. Я напишу так, а1/2 х в квадрате минус 1. И вот это график у нас корень квадратный из корень из 2 умноженное на корень из х плюс единица. Ну, то есть те, что стоят в левой и правой части. Что интересно, посмотрите. Ну вот параболка в какой точке пересекает ось у х? Ну там, где корень, приравниваем х в квадрате минус 2 нулю, получается корень из 2, правильно? Корень из 2. Ну, а слева там минус корень из 2. Он нам не сильно нужен, но можно записать. Что еще интересно? Вот здесь мы сказали минус единица. Правильно, кто не видит? О, ну и вот здесь корень из 2, верно? Верно. Ну и видно, что параболы пересекаются в единственной точке. Да, то есть уравнение наше имеет единственный корень. Вот он. Вот здесь между двойкой и тройкой. Это можно отдельно как бы доказать и объяснить. То есть целых корней нет. Что еще интересного можно здесь найти? Во-первых, видна область определения. Вот она. ОДЗ. ОДЗ. То есть под корнем х больше, чем минус единица. Ну, а справа выражение должно быть не отрицательным, правильно? Х больше либо равно корни из 2 и меньше либо равно минус корни из 2. Ну вот получается, что у нас ОДЗ это вот от корня из 2 до плюс бесконечности. Вот это ОДЗ. И вот я замечаю, что на этой области ОДЗ графики функции зеркальны. Зеркальны, они симметричны относительно прямой y равно x. Видели? О, ну, о чем это говорит? Что функции на корень из 2 плюс бесконечность взаимообратны. Сейчас я проверю это. Посмотрите. Я возьму какую-либо из функций и найду ей обратную, правильно? Ну, давайте возьму правую. Y равно корень из 2х плюс 2. Как найти обратную? Возвожу в квадрат. Y в квадрате равно 2х плюс 2. И выражаю x через y. Посмотрите, y в квадрате минус 2, деленное на 2. Теперь заменяю x и y без таби. И что у нас получается? Ну, у нас то получается то, что в левой части, правильно? У нас получается вместо x пишу y, вместо y пишу x. Ха-ха! Получается, что вот эти функции взаимообратные на промежутке корень из 2 плюс бесконечность. Верно? Верно. А что это дает? Это дает то, что корень у нас единственный, и он лежит как раз на оси y равно x. Представляете? Раз он лежит на оси y равно x, я могу правую либо левую функции заменить просто до x. Вот все решение. Если я это все увидел, прикинул, понял, тогда я пишу следующее. Х в квадрате минус 2 равно 2 равно х. Вот это уравнение равносильно тому. Оно имеет те же корни, точнее тот же корень. Получается х в квадрате минус 2х минус 2 равно нулю. И по моей любимой формуле корней приведенного я получаю единица плюс-минус корень из 3. Ну и что? Единица минус корень из 3. Посторонний корень. Посторонний. Мы видим нашу область определения. Вот наша область определения. Вот это вся. Такая. Полупрямая. Таким образом, ответ записываю. Ответ. Значит,
x наш будет единица плюс корень из 3. Вот как раз точно будет больше, чем корень из 2, и все нам подходит. Ответ. Единица плюс корень из 3. Согласитесь, что это можно было сделать, вообще говоря, за 10 секунд. Прикинуть графики, сказать, что они обратны. Очень быстренько проверить, что они обратны. Приравнять x, вот, все. Дальше квадратное. Ответ вылетает мгновенно. Мне кажется, классный лайфхак. Кому понравилось, поставьте лайк, конечно. Напишите в комментариях. И вот для вас домашнее задание похожее. Его можно решить разными способами. Вот сравните способы. То, что я предложил, и то, что вы, знали до этого. А я прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.